Ребятушки, hello, как говорится, приветствую вас в городе Сеул, Южная Корея. Да, страна открыта для российских туристов. ПЦР, прививка, какая-то специальная виза, ничего не нужно. Просто заполняйте разрешение онлайн, 2 дня, approve приходит в почту и вперед, можно ехать. Как вы знаете, еще 20 лет назад Азия, особенно Корея, Япония, а также Китай, была какая-то вот другая планета. Гаджеты, общественный транспорт, автомобили, еда, все было какое-то супер необычное. Это сейчас, конечно, всем знакомы вот корейские автомобили, японская техника, но тем не менее Азия продолжает удивлять. Мы, конечно, ребятушки, не канал про архитектуру. Ребятушки, стопы. Самый маленький tiny house, который мы здесь видели. Так, давайте зайдем в один полуготовый дом. Обзор дома Наркомфина. Поехали. Тем не менее, сегодня посмотрим один из самых необычных жилых домов в мире, потому что он один из самых тонких в мире. 3 этажа, но площадь этого дома 23 квадратных метра. Прогуляемся, тут недалеко. Что к чему, обзор. Поехали. Масочный режим в Корее, ребятушки, до сих пор непривычно, очень непривычно, ходим в масочке. Но на улицах как бы, смотри, лаунж. На улицах как бы не обязательно, но желательно. Но мы стараемся вот как бы местное правило соблюдать. Как мы сюда попали? Конкретно мы попали сюда очень сложно, долго и дорого. Опять эта тележка едет, покажи. Так вот, как мы сюда попали? Ой, пахнет не очень. Чувак, что происходит? Где мы вообще? Это оно? Это вот здесь вот ехать? Смотря что вы ищете. А мы думали, там это какие-то люкс, не люкс. Ссылочка внизу, можете посмотреть. Но если вы, скажем, путешествуете из Москвы, можно добраться довольно легко с пересадкой в Казахстане или в Дели. Несколько важных и интересных фактов о Сеуле. Сеул – это столица и крупнейший город Республики Корея, то есть Южной Кореи, сами понимаете. Основан в 1394 году, на первое упоминание в IV веке до нашей эры, ну вот этой территории имеется в виду. Прежнее название, а тут внимание, Вирисон, если правильно поставил ударение, Ханян, Хансон, Кёнсон, Кейдзё. То есть Сеул это уже 6-е по счету название этого города. Вот, будьте добры, вот туда вот. Это, ребятушки, почти начало декабря в Сеуле. Одна из главных фишек этой страны, ну конкретно этого города, потому что географическое расположение – это погода. Средняя температура зимой минус 6 градусов, а летом плюс 25. А это вот начало декабря. Кайф. Туда. Площадь Сеула 605 квадратных километров, население 10 миллионов человек, то есть почти 20% населения страны живут здесь, в Сеуле. Но если взять агломерацию, которая называется Сеул-Инчхон, то есть как бы вот большой пригород населения, 24 миллиона человек, это уже почти, вы можете посчитать, сколько процентов населения страны. А помните наш обзор Вадим, да, вот который Palisade Самара, все там хохотали в комментариях, что он постоянно ездит с поролонками. Ребятки, тут реально полгорода ездит с этими поролонками. Новая машина, старая машина, дорогая, неважно. Реально люди катаются с этими поролонками. И вот еще один интересный факт про Сеул. Отсюда 24 километра, всего 24 километра до Северной Кореи. Северная Корея, Южная Корея. Южная Корея, Северная Корея. Вот парковка жилого дома. Kia K7. Kia Forte, наша Церата, Hyundai Grandeur, 2 еще Kia, Carnival, Palisade. Единственная маленькая, если можно так сказать, маленькая машина, это вот Hyundai Casper. И вот тоже у нее, видите, сбоку эти штучки, чтобы дверь не покоцать. Возвращаемся к дому. Слушайте, мы видели всякие tiny houses, вот это вот все прочее, но это шедевр во многих смыслах этого слова. Так вот, ребятушки, перед нами один из самых тонких и маленьких домов в мире. Но маленьких, ладно, тут 23 метра, вообще-то мы 6 метров дом смотрели, тут целых 23. Давайте масочку сниму, тут что-то вообще жуть никого нет. Так вот, этот дом мы сегодня не просто посмотрим снаружи, походим вот так вот, что к чему. Мы сегодня, ребятушки, там переночуем. Мы его арендовали на целые сутки, да, вполне официально и очень даже недорого. Главный вопрос, сколько у него ширина? Давайте попробуем открыть рулетку в айфоне. Если верить айфону, ширина этого дома 1,90 м. Чтобы вы понимали. Реально дом, который я могу обнять. До этого мы шутили на эту тему, а сейчас мы действительно можем это сделать. Что пишет хозяин про свое жилище? Дом построен в 2016 году. Снаружи чистый бетон, поликарбонатная панель THK16. Площадь дома всего 23 квадратных метра, но тем не менее он разработан, спроектирован вернее, одним из самых известных в Корее архитекторов, которого зовут Ким Ин Чул. Вот тезка, интересно. Кстати, вот это вот здание тоже спроектировал этот архитектор. Люди ходят, смотрят, то есть это реально достопримечательность. И сегодня мы в этой достопримечательности, ребятки, ночуем.
Вот барбершоп, смотри-ка, он занимает часть этого дома. Вот это все было. То есть это все не пристроено, эта часть, она как бы имела отношение к этому дому во время постройки. Но, может быть, это у него какой-то доп. Бизнес. А так, вот эта вот часть, может быть, была какой-нибудь террасой, и есть вход в часть дома. То есть не весь дом арендуем, а где-то его 2/3. Кафе тут даже какое-то. Тут, возможно, раньше было кафе. Сейчас тут сделали барбершоп. Ну, как бы бизнесы постоянно меняются, подстраиваются. Дом называется Max Menu. Это его официальное название. Можете даже погуглить в интернете, какая-то информация про него есть. Но в основном, кстати, в корейском интернете. В англоязычном так не особо. Блин, тут уже начинаются какие-то проблемы. Смотри, чувак. Логистика подъема сюда очень. Так, пришли. Код 12. И чё? Так, ребятки, ситуация решилась. Прошло всего 20 минут, но, сами понимаете, такое, да, вот эти электронные все замки просто сменили пароль, а вот менеджеры тут двое. Один был не в курсе, а второй ему не сказал. Хорошо, что вот он был на связи и быстро нам прислал новый пароль. Оу, Первое, что я вижу при входе в этот дом, это стена. Чувак, тут очень мало места, очень тесно. Давайте вот так начнем. Так, я прошел, давайте, вы за мной. Идешь, тапки надевай. А гардероб, что тут есть какой-нибудь? Это гардероб? Нет, это не гардероб, это какой-то шкаф. Куда вешать? А что, все, теперь ты не пройдешь тут. То есть это, тут все проходы, это ширина чемодана. Кстати, вот этот поликарбонат. Да ладно, это стена дома. А не холодно, интересно, тут зимой? Ну, давайте зайдем, посмотрим. Так, вау, мы на кухне. Ну, вот, просторно, смотрите. Стоит сказать вот тоже важную вещь, что этажа 3, но входа вниз нету. То есть вот эта веранда, которая была пристроена, входа с веранды сюда нету. То есть это, видимо, какое-то отдельное, может, по умолчанию задумывалось помещение, типа кафе. Но сейчас там барбершоп, хотя внизу написано кафе. Итак, перед нами кухня. И вот сразу вижу кое-что интересное. Что это такое? Кофеек. Вот такое. И делаем вот так. Так, и вот сюда. Опа! Ха, классно! И нафиг это надо? Ну, наверное, такая история, что если кто-то там проснулся, а шуметь не хочется, можно какую-то доп. Шумоизоляцию сделать. Стиралка, нормальная стиралка есть. Тут вот стол, 2 стула, всякие разные, ну тут все есть. Все принадлежности, холодильник. Ну, для tiny house, да, это довольно просторное помещение за счет того, что здесь 3 этажа. Ну, водичка даже надо достать сразу. То есть кухни вопросов нет. И развернуться, и вдвоем, и тут кого-то посадить. 2 стула. Вот как бы сесть. Если тут сели, сверху человек уже легко спуститься не может. И самое интересное у нас дальше. Это только 1-й этаж. Сколько здесь дверей грамотно? На таком маленьком пространстве у нас раз дверь, вот 2 дверь, 3 вида дверей. 3 вида дверей на этом пятачке 1,5 квадратных метра. Значит, раз дверь. Вот это тоже типа дверь 2-го вида. И 3-я дверь сдвижная. И 4-я дверь стандартная. Вот она. Бэм. Пылесос Dyson, там какой-то ковер и что-то там, ну еще для уборки, огнетушитель. Все. Надо тут этот из Икеи наклеечку, да, мягкую. Штора. Штора, что эта штора закрывает? Ну, окно закрывает. Свет вот такой, вот такая вот, тоже классно, посмотрите. Лампа встроена прям в бетон туда. Так, поднимаемся, поднимаемся. Стекла в виде панелей и поручней. Рабочее место. Икея. Было время. Ну, окошко хотелось бы побольше, да? Вот прям такое. Было бы совсем классно. Зато, смотрите, можно открыть, проветрить. И посидеть, поработать. Рабочее место есть, вопросов нет. Еще вернемся. Хотел вам показать. Там есть окно вот тут вот. Ух ты, царь окно, смотри, какое огромное. Куча шкафов, выстроенных в 2 яруса. И есть офигенно удобное, ну так офигенно. Вот тут, да, видишь, нацарапали уже как. Можно подняться, получить доступ. Опа, это же это самая раскладуха. Еще шкаф, вентилятор. И в самом интересном месте находится телевизор. И вы спросите, что он там делает? Сейчас покажу. Ну вот наш бельевой шкаф. Решили его поставить вот здесь.
Сейчас найдутся в комментариях люди, которые скажут: я бы все сделал по-другому. Ребятки, сделайте, позовите, с удовольствием приедем. Давайте поменяемся, идем дальше, поднимаемся выше. Вот здесь у нас бетон заканчивается и начинается спальня. Смотри, колоночка Bose. Приятно. Стоп. А ванная? Оно? Здесь тоже окно. Да. Окно вот такое, с решеткой, чтобы не вывалиться. О, можно перепрыгнуть на соседний дом. Кстати, соседний дом, стены тоже из поликарбоната. Что это такое? Есть идеи. Видно в камеру? Ты покажи, смотри. Колонку-то не урони, вот тоже, видите, колонка, да? Вот стоит прям на краю. Видите, свалится туда вниз, на стекло. Не классно будет. Хотя она тут стояла по умолчанию. То есть не мы сюда ее поставили. Не, серьезно, что это такое? Подогрев кого? Кровати, что ли? Ладно, я потом это самое. Потом разберемся, так сказать. И вот такая ванная комната. Унитазик, естественно, умный. Ну, как бы в Корее, в Японии это вообще абсолютно нормальная тема. Полотенечки, туалетная бумага. Вот первый обогреватель мы нашли. Вот здесь вот он стоит, потому что кондей сюда не дует. А также душ. Но как его принимать? Что, прям так, что ли, поливать? Ну, видимо, да. Ну вот, есть вот такая вот заслоночка. Вот так вот, ребятки, это как бы вкратце. Пока каких-то супер минусов. Но мы были готовы к тому, что это tiny house. Здесь тесно, здесь что-то необычное, здесь что-то совершенно непривычно, как и много где в Корее. Но каких-то... Ты обнаружил какой-то минус прям совсем что-то не то? Пока вот как бы не сказать. То есть есть где поработать. Дом чисто на двоих, а в идеале на одного. Если буду ночевать здесь один. Кухня есть, она прям отделена, там есть вытяжка, то есть запахи туда не идут. Сейчас будем располагаться. То есть я вот с собой камеру взял, GoPro, сейчас Кирилл отправим. Если что-то будет интересно, если где-то, как обычно, приложимся головой или что-то там увидим интересное, с удовольствием расскажем. Посмотрим. Скоро вечер. Да, будем устраиваться. Еще увидимся. Ребятки, возвращаемся с вечерней прогулки. Наверное, Москву можно снять, вообще уже никого нет. Ночь, на дворе 9:30. Сейчас какой-то подсык странный идет. Ну, гопников тут особо не замечено, но такой какой-то опасный. Да, он сам, мне кажется, трухнул немножко, такой в телефон уткнулся, быстренько прошел. Кейкары вот стоят, корейские. И вот смотрите, как выглядит дом вечером. Вот. Можно много критиковать это строение, но, блин, даже вечером оно смотрится, вот, украшение района, впечатляющее, классно. Мы тут на районе уже освоились. Вот как бы стандартная палка стоит, вот такая башня. И вот наша красота. Вот, смотрите, велик стоит, дорогущий, да? Во, прям стоит, вон. Ну, на замке, конечно, понимаете, да, уровень в Корее. Никто ничего не трогает. 4. Пил! Готово. Чайку можно... Ну вот мы на кухне, да, вот мы на кухне, видите. Как-то и посмотреть-то некуда. Как в теплице, сидим как помидорка. Какая-то жизнь идет за теплицей, а не видно ничего. Вот куда поставить рюкзак? Никуда. Вот за стул можно поставить, вот сюда, да? Но если я его выставлю, чтобы рюкзак поставить, то не смогу пройти наверх. Вот окно есть. Котлетами пахнет. Кстати, было бы неплохо. Как свет выключается? О, другое дело. Блин, что это такое? Сейчас я загуглю. Это точно свалится. Ребятки, увидимся. Ребятки, прям чувствую себя огурчиком во всех смыслах этого слова. Посидела 5 минут буквально. И знаете, что-то прохладно здесь, мягко говоря. В Сеуле сейчас +8, ну, в принципе, прохладно. И все эти +8 здесь ощущаются. Поликарбонатик как бы пропускает холодок. Но с другой стороны, вот тоже подумалось, если бы здесь были обычные стены, было бы как бы, ну, обычно. А с поликарбонатом холодно и не очень, но красиво. Ну, как бы, ничего, ночку потерпим. О, розетки нашлись, 2 штуки. Во. Пойду чаек заварю. Горячий.
Нет, ребятки, у вас не сломался звук, это у нас почему-то сломался микрофон утром на GoPro. Непонятно почему, будем выяснять. Но хочется сказать несколько важных вещей. Весь этот дом оказался одним большим будильником. Вот беруши, как всегда, спасают. Значит, в чем суть? Во-первых, вот эти вот стеклянные поликарбонатные стены. Красота, спору нет, но шторы у этого дома есть только с одной стороны, и толку от них особо нет, потому что с другой стороны поликарбонатная стена. Соответственно, как только встает солнце, любой свет, там, фары машин из-за окна, вы все это видите. Поэтому или нужна повязка на глаза, чтобы было темно, но многим в такой неудобно спать, или, соответственно, будьте готовы к тому, что начиная с 7 утра, а летом это с 5 утра, солнце лупит со всех сторон. Поэтому шторы никак не помогают. Один большой будильник. Второе – это шумоизоляция. Это вообще отдельная история. Шумоизоляции, повторимся, просто нет. Ночью был интересный случай. Я только, честно говоря, лег спать. Вдруг какой-то странный шум из-за окна. Какие-то корейские ребятушки решили научить своего друга кататься на велосипеде. И решили не научить его так. Просто посадили и сказали: езжай. Каждый раз этот товарищ на велосипеде, который учился кататься, или уезжал с грохотом в канаву, или въезжал в столб. Это продолжалось около часа. И весь этот час я все это наблюдал и слушал, потому что шумоизоляции, повторюсь, никакой нет. То есть каждый звук было слышно. Но потом они все-таки уехали, и я пошел спать. До рассвета оставалось 5 часов. И через 5 часов, честно говоря, я проснулся, потому что лупило со всех сторон. Поэтому впечатление, честно говоря, необычное, но легкий дискомфорт все-таки испытываешь. Хотя после парома, честно говоря, уже все это казалось люкс, 5 звезд и вот это вот все. Ну, в общем, пора просыпаться, скоро чекаут, будем собираться и выезжать. Извините еще раз за звук, будем разбираться, что к чему. Так, нет. Сначала вот так. Так вот. Теперь вот так вот. Теперь вот так. Готово. Ну, ребятки, значит, спалось неплохо, кстати, неплохо. Правда, этот дом — это как, ну, реально спать в теплице. У меня, конечно, такого опыта не было, но можно догадаться, что теплица не предназначена для сна. Но беруши, повязочка на глаза, а также кондиционер, который на тепло или на холод, вообще прям и нормально. Так вот, ребятки, сколько это стоит? За ночь, за двоих, ну я ночевал один, но в принципе можно за двоих, $160. При текущем курсе, вот мы-то по текущему курсу платили, очень даже неплохо. Ну, как бы недельку жить, наверное, проблематично, а кому-то и вообще не понравится, но мы с удовольствием почитаем ваши комментарии. Комментарии двух типов. Во-первых, как вам такой формат в целом, а во-вторых, что касается строительства. Есть у нас, так сказать, люди, которые в этом разбираются, сами дома строят и знают, что к чему. С удовольствием почитаем, как вам вот такой формат, как все это сделано. Привет из Кореи, тут, сами понимаете, много всего, стойте, разного необычного. Сейчас надо человека пропустить. И люди прям такие приятные, все улыбаются, все добрые. Даже если английский не знают, прям стараются тебе помочь, что-то объяснить. Но мы-то корейского не знаем, по-английски говорим. Так что привет из Кореи, ждем ваши комментарии. Самый узкий, ну, может быть, где-то есть еще уже, но вот, мне кажется, уже это уже совсем будет что-то с чем-то. Нам показалось, что это самый узкий дом в мире, ну, из известных точно. Ждем ваши комментарии, увидимся, пока.